Всем привет! Как вам мое начало после Амстердама? Печенька меня круто перезагрузила. Кофеек готов. Многие не посмотрели мою поездку с Амстердама. YouTube не дает рекомендации, но я вам оставлю ссылку в комментарии, в описании. Обязательно посмотрите. Я старался, снимал. Вначале хотелось бы мне поделиться с вами вот чем. Те, кто давно на канале, наверное, вы смотрите уже и сам процесс работы, и прогулки мои. Всю жизнь я вам пытаюсь показать. Ну, скажу вам одну такую вещь. Как бы вам ни казалось, что все у меня нормально, и работа идет, и все получается, да, получается. Но на самом деле я живу в какой-то вечной злости. Я пытаюсь найти друзей, пытаюсь сделать хорошо работу. Ну, скажу вам, не получается так. Всегда кто-то к тебе к чему-то придерется. Даже здесь и на канале. То ты не так режешь, то не так пилишь, то не так несешь, то не так говоришь, то не то показываешь, что, в общем, люди вечно недовольные. Конечно, это меньшая часть, в основном-то зрители, слава богу, адекватные. И полжизни я вообще-то прожил так, с людьми общался, всем поддакивал, всем кивал головой, пытался угодить им, чтобы, они не нервничали и чувствовали себя достойно. Но совсем недавно я понял, что, в принципе-то на меня всем насрать, знаете. Я вот сделаю эту работу, обо мне забудут. Я выпущу ролик, вы посмотрите, тоже обо мне забудете. А некоторые вообще не посмотрите. С осуждением, потому что где-то есть кто-то лучше, лучший рабочий, лучший блогер и все так далее. И проблема не только во мне, в каждом из вас эта проблема. Вы все, в принципе, одиноки. Только одни добрые и тихие, и все это носят в глубине внутри, а другие выносят все это наружу, чтобы компенсировать свое одиночество и показать свой верх над кем-то. Я бы всем советовал, как бы вы ни разбирались в чем-то, каким бы вы специалистом не были, это не значит, что вы выше кого-то, потому что любой рядом человек с вами, который будет находиться, он будет умнее в другом. И в этом-то и кайф, скажем, общения с людьми должен быть, что один друг дополняет другого. Ну, допустим, так как мы с Марьяном. Я думаю, что многие из вас понимают, что мы подходим к времени, когда злости становится слишком много. И если этой злости и не видно, то она скрыта во многих людях. Вот, допустим, так же, как мне написали в прошлом видео один комментарий. За одно предложение, что-то я там упомянул за наши страны, за это все, что происходит. Сейчас я вам покажу этот комментарий. Скажем, 40 минут было видео про прогулку и 30 секунд там какой-то вставки. Тем не менее, смотрите, как человек допарился до меня. Андрюха, смотрела твои ролики, пока ты был работягой, а когда полез в политику, сразу отписка. А если хочу смотреть за политику, я смотрю другие каналы. Я тебе хочу сказать, чем дальше от войны, тем меньше ты понимаешь. Я житель Донбасса, хочу вам, европейцам, сказать. Мы теперь живем в Российской Федерации, и сравнить жизнь в Украине – это небо и дно. Так что учитывай мнение людей, которые прошли войну более 11 лет. И не надо мне твоего европейского вывода. От хорошей жизни ты что-то смылся с такой незалежной. Так иди захищай ухилян неньку, а то только звездишь. Я бы послушал с удовольствием ваши комментарии, почитал, что вы думаете по поводу таких людей и таких мыслей. Для меня такие мысли, разговоры, это как шизофрения какая-то. Вы говорите, почему я до сих пор не купил дом себе? Вы знаете, я настолько боюсь людей, я вроде бы и жить не хочу где-то в лесу. Но не дай бог у меня попадется такая соседка, это хоть вешайся. Даже если все закончится, этот человек будет еще лет 10 искать вокруг себя врагов и наводить кипиш. То дождь, то не дождь целый день. Мучились. Делаем то снаружи, то внутри. Поставили эту сою. Теперь дождик у нас будет капать не на стену, а наружу. Еще раз вам признаюсь, когда-то говорил, что мне очень непросто жить. Родился я в Украине, разговариваю по-русски, живу я в Италии.
Для одних людей я москаль, для других хохол, а для третьих просто предатель. Вот и работаю я, наверное, потому с румыном, потому что почему-то мне так спокойнее. И хотел бы сказать, что не надо меня пугать отписками. Возможно, есть кто-то и с таким же настроением живет, и тоже захочет отписаться. Флаг вам в руки, повторяю, что я никогда ни под кого не буду подстраиваться и играть какой-то театр. Даже если у меня останется 1000 подписчиков, но это будут супер адекватные люди, с которыми можно подружиться, пообщаться, встретиться, этого мне будет выше крыши достаточно. YouTube-канал вести непросто. Я вам стараюсь все показать подробно, какие-то работы. Вы думаете, что если вы придете куда-то, устроитесь в бригаду, вам дадут болгарку, что-то резать, что-то делать, чему-то вас будут учить, вам дадут тележку и вы будете возить мусор. Я тоже многому учился с YouTube-каналов и до сих пор по ремонту машины, но я же не могу знать всего. Я настолько благодарен этим людям, я никогда кривого слова им не написал, я подписываюсь всегда, я уважаю этих людей. Но некоторые зрители, сидя на диванах и ничего вообще не делая, почему-то считают себя, что они могут руководить тобой, и твоими подпиской, не подписка, да я посмотрю, да я не посмотрю, да ты заслужил, да ты не заслужил. Или я тебе дизлайк поставлю. Я за все время, сколько смотрю YouTube, я никому не поставил ни разу дизлайк. Я вообще не понимаю, зачем человек может учиться, не понимает чего-то, где-то ошибся. Как вот так вот жестко взять и поставить дизлайк? Факалдо. А? Факалдо. Жарко тебе? Жарко тебе, жарко. Так что хочу вам сказать, тоже для тех, кто ищет справедливость. Нету ее, люди. Понимаете? Нету и нефиг ее искать. И приходится жить, как живется. Senti, io te lo poi dove sei conosciuto? Dove che passo di clienti? Dai, questo conosciuta che cazzo ti serve? No, perché era bagnato e si era impastato un po' di roba, no? Però era benciato, gli ha dato una mano di quello, Zinco? di fondo, sì. Sì, in fondo si vede ci sta. Pure io quando ho fatto questi, ho lavorato a Fabro, ho sempre fatto fondo. Senza Perché se fondo... non gli dai fondo dopo No, ti stacca. sì. Fondo è importante, io già ricordo. È più importante quello. Che Poi quello è buono, no? Come lo smalto. Perché tanti adesso non passano più quello. Sì. Però i vecchi sempre passavano quello. Se tu guardi anche le persiane vecchie, quelle di legno, se tu raspi un po' la vernice, si vede tutto quello sotto. Quello è rimasto buono, la vernice no. Però non si fanno più lavori come una volta. Allora, грунтовка для железа в первую очередь. Болтали мы с Марьяной. Хорошо. Видите, сколько лет стояла и не ржавая фактически. Да, обвалилась краска, но грунтовка держится и ржавчины нету. А Марьяна говорит, хорошо идут видео на скорости. На скорости, да, а как на скорости поймешь вот эти моменты? Их же надо обговаривать. Dico, tu dici che va bene fare video con velocità. Ma come io spiego con velocità? Sì, si può spiegare, però... Con un fratello tuo gemello, no? Lo metti da una parte. Come hai fatto quel video quando ti ho mandato il messaggio, no? Ce l'aveva un fratello gemello? Hai visto quello? Sì. Qualche settimana fa. Хотелось бы сегодня поставить уже это. Che è questo, verde? No, grigio scuro, No, grigio. серое темное.
тоже я говорю, что мне нравится, когда на кованых изделиях именно черная краска, никаких белых. Сейчас мне тоже начнут писать, ну, белый фасад, светлый. Надо было беленьким покрасить. Я не меня. Белое железо. Еще и когда оно начинает ржаветь, оно становится желтое. Я пошел балкон смотреть. Меня мучают балконом. Я еще не распаковывал, он уже полгода стоит там. Даже не знаю, что там. Скажу вам еще одну проблему для зрителей, которые не разбираются в ремонтах и думают, что я сейчас посмотрю YouTube и я всему научусь. Вы потом от этих ускоренных съемок не понимаете всю сложность работы, и когда вам говорят цену, вы не понимаете, а за что? Там же все так просто, там все за 10 минут, раз-два можно все сделать. Поэтому я иногда вам подробно все показываю, чтобы вы понимали. Allora? Allora, come ti ho detto io. Questi ci sono dei buchi. Vedi? Tac tac. E questa, una di queste deve essere sopra e una deve essere sotto. Sì. Tac tac. Vabbè, Capito? capito. Tac 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 tac. Ecco. Che ci vuole? Tieni ragazzi, dai. Che l'ho fatto, eh? E partiamo. Partiamo vacanza ragazzi. Tieni. Vedi? Per 2 minuti. Марьян тоже кадр. Говорит, а что тут, 2 минуты и что? И ничего не сделал, блин. Ti piace questo lavoro? Здравствуйте. Здравствуйте. Però dopo devono essere qualcosa che si devono abbinare una con l'altra. Capito? Guarda che brutto muro. Gente mi dice, che brutto muro. Io non ho fatto, я только покрасил эту стену, я ничего не делал с ней, она какая была. Vabbè, questa è anche Sì. polvere. Vabbè. Ah! Caduto. Надо нам вырезать 45 градусов здесь. Mettere un altro pezzetto. Решили мы не делать 45, потому что у нас больше расход этого материала будет. Мне надо покупать чуть ли не лишнюю плиту. У меня все уже четко, чуть ли не по сантиметрам. Света не обидится. Non penso che Света manda vaffanculo она. Здесь тоже можно дать одну руку сразу, раз мы уже тут. Bravo. Sei bravo? Va bene? Perfetto così? Guarda qua. È meglio non Se tu possibile. passi la banknota Ah, da 100 euro, ok, se non ci passa, ok. lo prendo io. Vabbè, Se passa, lo prendi tu. adesso mi devi aiutare. Che devi fare? Regge questa. Sopra? Due buchi, sì. Questo fuori. No, qua.
però qua Non lo so, non lo so. perché non era più larga? No, era così. Su. È attaccato alla porta? Che porta? Qua. No, c'è stare che porta. Dico qua è attaccato e non vedo. Sì, sì. Ah. Vedete questa attaccata? Sì. È troppo. Rimane poco cazzo qua. Ah, tu dici subito senza tagliare due pezzi. Bene. Va bene, prendi. Уровень делаем. Куда? Никуда. Dove sta il livello? Livella? Dritto. Guarda quella, che questa è dritta. Se lo metto là, E devi mettere là. dal dente. Però va bene che è dritto. Un po'. Di questo ho messo bene, però della compagnia. I want to get away somewhere over yonder. Life comes and fades away like a bruise on your skin. Blue sky above yellow ground. Like leaves, I keep on falling through the cracks in the streets tonight. I wanna walk right out of this world. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long. Now it's time for me to go. I can see
got what you wanted. You know I really thought this through. I can't see this going any other way. There's so much beauty everywhere, and it's peeking at me through the trees. Although I'm going along there, I will see you through eternity. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long. Twists, burns, turns away. Life comes and fades away. Stings, hurts, goes astray. Life comes and fades away. Twists, burns, turns away. Life comes and fades away. Stings and hurts, goes astray. So long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long, so long, I'll see you someday. So long, so long, so long. В следующем видео покажу вам, как мы уже поменяли вот эту слив. Ну, грандая здесь она называется. Как, кстати, будет по-русски, по-украински. И еще, чтобы сделать эти отливы, сливы, Свету просто надо было уговаривать. Ей как-то пофиг это было. Говорю, ну нельзя так оставлять. Вода тут как с ведра, представляете, со всей крыши. Вот лилась сюда и ручьем все растекалось по территории. Хотя бы сейчас будет более-менее. Ну, посмотрите в следующем видео. Да и оставлять так нельзя было. Уже доски все сгнили нафиг. Acabou. Oh. Que faz? Quem é fato? Acabou. Quem é fato? Quer uma vez só? Крышу еще надо делать.
Кстати, тут тоже в одном из видео, когда я только положил этот камень, тоже меня обосрали. То я насрал, то я грязно работаю, то камень грязный. Знаете, так хочется выругаться, но я лучше промолчу и послушаю музыку. Видели когда-нибудь, как падает телефон на землю стоимостью 1500 евро? Мало фанкулу. Там осталась гора камня, и этот угол я, в общем-то, сделал как бонус. Света его не заказывала, я не предлагал, просто так взял и сделал.